Всем доброго утра, точнее доброго раннего утра. Итак, дорогие друзья, ритуал у нас будет кавказский. И этот ритуал принадлежит народу, который их называют андийцами. Вчера я выложила вам, подарила ритуал Шурла-Ашура, богиня ветров у андийцев. И там рассказываю о народе андийцы. Поэтому для того, чтобы по новой я не вернулась к этой теме, откройте, пожалуйста, этот ритуал Шурла-Ашура. И посмотрите и прослушайте мой рассказ про андийцев. Это автохтоны Кавказа. Это аборигены Кавказа, то есть изначальные жители Кавказских гор, древний народ, народ-воины, народ, который сохранил свои традиции, обычаи, весьма разнообразные традиции, обычаи, свадебные, денежные и прочее. И вот там было обращение к богине ветров для помощи в делах, для удачи. А в этом, в этом ритуале я вам расскажу о денежной кукле, которые делали по традиции, шили из лоскутов ткани, пришивали к этой кукле монеты, камни, различные там бусинки, и хранили в мешочке. Время от времени, а иногда и каждый день, смотря на сколько нужно было получить деньги и удачу в тот момент, они вытаскивали эту куклу из мешка, заговаривали и снова прятали. Считалось, что такая кукла, это кукла-проводник, начи. Кукла-проводник, в которой вселяется некая сила, и эта сила слышит просьбы и передает силам Вселенной и просит у них, чтобы они хозяину куклы давали, то есть отправляли определенную удачу, денежную удачу. Вот на основе этой традиции куклы Начи у андийского народа я хочу вам подарить этот ритуал. Это древняя, еще доисламская, языческая традиция, которая сохранилась, скажем так, в глубоких селениях у андийцев. И они эти секреты, эти тайны знают. Но еще эти секреты знают люди, которые изучают этнологию, изучают историю народов, естественно. И они тоже узнают определенные секреты. Мне как раз отправили вот эти красивые куклы, необычные. Я уж прям думала, может, самой шить или заказать для этого ритуала. Ну, раз уж сегодня отправили, как я и говорила, как раз к месту, поскольку духи нас слышат. Это китайские деньги. Раньше так носили деньги. Значит, делали такую дырочку посреди и нанизывали на красную нить. Вот так носили китайцы деньги, расплачивались ими. Оттуда и традиция вот этих денег. Так вот, можете купить куклу, прикрепить туда камни, монеты, разукрашивать там всякими разными перьями и прочее, прочее. Это ваша денежная кукла. Это ваша денежная начи. Хранить в таком месте, чтобы никто не видел. И этой куклой должны пользоваться только вы. Так вот, нет никого дома, вытаскивайте эту куклу, становитесь посреди комнаты, поворачиваясь на каждую сторону света, читайте один раз
У вас, по сути, вместе получается 4 раза. Время от времени рядом с этой куклой ставьте сладости. Ну, можете в какой-нибудь маленькой емкости, например, мед поставить. Опять же, чтобы никто не видел. Это ваша личная кукла. И через некоторое время вы увидите, что все-таки определенная денежная помощь из ниоткуда вам будет приходить. Вот такой интересный, необычный ритуал. Ну, в принципе, как и все необычное в мире магии, в мире духов. Итак, какие слова следует произносить? Начнем. Начи, начи, заклинаю тебя небом и землей, огнем и водой, вершинами гор, стремительностью рек, светом и тьмой. Начи, начи, ты мне помоги. Ты меня одари, мне деньги подари. Я деньги возьму, в сундуках соберу, на добрые дела потрачу. Себя порадую, другим помогу. Начи, начи, слово в дело обращай. В мой дом деньги отправляй, заклято. Давайте еще раз прочитаем. Начи, начи, заклинаю тебя небом и землей, огнем и водой, вершинами гор, стремительностью рек, светом и тьмой. Начи, начи, ты мне помоги, ты меня одари, мне деньги подари. Я деньги возьму, в сундуках соберу, на добрые дела потрачу. Себя порадую, другим помогу. Начи, начи, слово в дело обращай. В мой дом деньги отправляй. Заклято. Начи, начи, заклинаю тебя небом и землей, огнем и водой, вершинами гор, стремительностью рек, светом и тьмой. Начи, начи, ты мне помоги, ты меня одари, мне деньги подари. Я деньги возьму, в сундуках соберу, на добрые дела потрачу. Себя порадую, другим помогу. Начи, начи, слово в дело обращай. В мой дом деньги отправляй. Заклято. И вот так 4 раза. Начитать и спрятать куклу. Время от времени угостить медом, сладостями. Ну, просто оставить возле куклы на полдня, а потом убрать эти продукты. Потому что та сущность, которая будет внутри этой куклы находиться, она будет насыщаться, еще больше исполнять ваши желания. Эту куклу можно возить с собой. Это маленькая кукла-талисман. Для денег, для удачи. И чем чаще вы будете делать, начитывать, тем сильнее она будет подпитываться этой положительной энергией. И, естественно, тем сильнее и быстрее будет работать. Если потеряется, возьмите другую куклу. Ничего страшного. Это не означает, что удача закончилась. Это значит, что просто вам нужно новую куклу взять. Иногда эти куклы берут финансовые проблемы на себя, рвутся, да, рассыпаются или пропадают. Это значит, она наполнилась всеми трудностями, тяжестями, взяла на свою голову все ваши неудачи какие-то или с глаз и, собственно, исчезла из вашей жизни, тем самым унося эти беды с собой. Возьмите новую куклу. Всем удачи, и пусть Начи вам принесет много денег.